Здорово, стримеры! Меня зовут Sunrise Child, вы на канале Streamers Magic. И сегодня я покажу, как четырьмя способами, почти 5, сделать маску вот как у него, либо как у него. Вот, поэтому не будем затягивать долгое вступление, погнали смотреть, как это делать. Вот, у нас есть OBS-ка, у нас есть одна камера. Здесь у меня камера клон, чтобы несколько фильтров разных применять, так что изначально камера вот такая простая, обыкновенная, без фильтров, без всего. Вот этот нам фильтр не нужен. Все, мы здесь клонами добавляем, считайте, что равно. Вы камеру добавили на сцену, немножечко уменьшил, чтобы было видно, как градиент переходит. Поэтому приступаем к первому способу. Этот способ вызывается при помощи фильтра Advanced Mask. Дальше заходите в свойства камеры. Здесь фильтры, точнее, добавляйте фильтр Advanced Mask. Он у вас, давайте добавим тогда сразу плюс Advanced Mask. Дальше, вот такой обрезанный. Здесь вам надо расширить ширину, расширить высоту. И немножечко сделать вот здесь, главное, feathering, inner сделать, внутреннее. И здесь сделать большую, ну, например, максимальную, да. Видите, вот по краям уже стало немножко угасать. И нам теперь надо немножечко сдвинуть в сторону, и готово. Все, 5 сек, и все. Так, теперь, сбоку сдвинуть по иксу. Все, сдвинули в бок по иксу, все. По край вебки, видите, прозрачный. Все, вот с этим способом закончили. Кому надо на замедление X1, смотрите. Следующий способ маской. В OBS встроен фильтр под названием маска наложения изображения. Я сделал в фотошопе маску, вот так она выглядит. Здесь просто градиентное затухание цвета, и вот белый, собственно, и прозрачный сделал. Ну, умеете где-то сделать, сделайте. Просто переход или ластиком сотрете. Значит, здесь эту маску прикрепляете, и, собственно, больше ничего делать не надо. Вот она у вас, пожалуйста, кусочек прозрачного. Следующий способ, третий, перекрытие. Берем ту же маску, которую создавали раньше, и вот она, эта маска у нас вот такая. И здесь есть метод наложения затемнения. Вот сейчас показываю. Вот она, маска белая. Видите, часть белая остается непрозрачной, и часть прозрачная остается прозрачной. Внезапно, да. И здесь делайте метод наложения, затемнения, и все. Сейчас сделал специально сцену с камерой. Вот она добавлена. Видите, камера перекрытие. Вот она, перекрытие. Вот видите, эффект. Вот он. Эффект на месте. Следующий способ, еще одна половиночка способа перекрытия градиентом. Здесь можно маску не создавать. Фильтр есть, градиент source называется, в интернете найдете. Или по ссылке в описании добавляете градиент. Здесь ставите штучек 6, например, белых цветов. Вот таких. И в конце, в самом последнем шаге делаете вот здесь... Тоже все белые делаете, все 4. Ой, ну 5, 6, 7, неважно, сколько сделаете. Насколько вам надо кусочек, точнее ступеньку прозрачную сделать этого цвета. Вот, и последний делаете просто опасити, шлеп в другую сторону, да, вот эту первую. Опасити хлопаете, и все. Вот она, готова маска. И эту маску делаете вот так, накладываете на камеру, на свою. Подгоняйте по размерам. Если кто не знает, как подгонять под размер, видео у меня на канале есть. Копируем, вставляем. Все, бам, бам, под размер. Теперь правой кнопкой метод наложения, затемнения. Все. Теперь смотрим на сцену с камеры. Вот видите, там можно шаг вот этот делать немножко плавным, поэтому можете регулировать как хотите. Резкий надо, плавный, пофигу какой. Все, с этим способом тоже закончили, погнали дальше. Шейдер фильтр. Да тут все в целом просто, да не очень просто. Для того, чтобы в шейдер фильтр наложить маску, нам можно создать сцену с градиентом, который чуть раньше, о котором я чуть раньше говорил. Вот она, сцена, добавлена градиент, я его назвал маска. И теперь на сцене шейдер фильтр мы добавляем камеру, на нее накладываем фильтр, называется шейдер фильтр. В шейдер фильтре ищем динамик маск. Динамическая маска. Что это значит? Это вы, значит, можете на сцене менять
какие-то элементы сцены, например, move фильтром двигать значение вот этой маски белой, например, делать ее вот отсюда прозрачной или еще как-то. Вот, и она будет применяться автоматически сюда, к вашей камере. Это все зависит от того, что вы хотите делать. Вот, и здесь указываете input source маска. Точнее, ну, в моем случае сцена с маской, вот она находится. Ее я указываю, и получается вот такой эффект. Только не забывайте внизу вот здесь поставить вот такие значения. Смотрите, сами, ну, записывайте, какие я поставил. Если немножечко съезжать, то видите, что происходит. Тут прям по чуть-чуть надо делать. Видите, какая кака происходит. В общем, вот так вот еще один полупрозрачный краешек, значит, вашей камеры. Ну вот и все, такой экспресс-быстро видео. Надеюсь, вам пригодится в вашем стримерском быту. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь на телегу. Я делаю какие-то консультирования, провожу. Если надо по стример-боту научиться, приходите в телегу, договоримся по времени и научу вас работать со стример-ботом. Вот, так что все, всем счастливо, хорошего вечера, там, не знаю, дня, утра и больше зрителей вам. Все, всем пока, счастливо.